Друзья, всем привет! Сегодня расскажу вам о жутких монстрах, которые жили до динозавров или по соседству с ними. Тяжело представить, если бы они жили до сих пор на Земле. Человечество, скорее всего, долго бы не просуществовало. Поэтому хочется сказать спасибо, что вымерли. Представляем вашему вниманию топ-10 удивительных созданий, которые когда-то жили на нашей планете. Поехали! Ракоскорпион. Пожалуй, ракоскорпион – один из крупнейших членистоногих на нашей планете. Его длина около 2,5 метров. Это существо было и не скорпион, и не рак. Он обитал в озерах и реках. Его рацион состоял из рыбы. Это древнее существо обитало на нашей планете около 390 миллионов лет назад. И это, конечно же, радует. Сейчас было бы не очень приятно встретить рака-скорпиона, который превышает размеры даже самого крупного мужчины. Этот гигант впервые был описан в 2008 году, когда удалось обнаружить его огромную окаменелую клешню. Учитывая соотношение размера тела к клешне этого существа, ученые выяснили, что размер рака-скорпиона был около 230-260 сантиметров. Благодаря этой клешне ученые еще раз убедились в огромных размерах этого монстра. Почему они были такие большие, доподлинно неизвестно. Одни специалисты связывают это с составом атмосферы Земли того времени. Уровень кислорода был значительно выше. Другие же полагают, что размеры рака-скорпиона были так велики из-за небольшого разнообразия живых существ, обитавших тогда на нашей планете. Артроплевра – еще одно огромное членистоногое существо из рода тысяченожек. Вырастали артроплевры до 260 сантиметров в длину. Они обитали на нашей планете сотни миллионов лет назад, когда кислорода в атмосфере было намного больше, чем сейчас. Этим могут объясняться гигантские размеры этого животного. До сих пор ученым не удалось найти весь скелет артроплевры. Были найдены отдельные фрагменты до метра в длину в Германии. В Канаде, Шотландии и США, по догадкам ученых, были найдены следы этих существ. Как же выглядели эти членистоногие? Специалисты считают, что туловище артроплевры состояло из 30 сегментов, которые были покрыты защитными пластинами. Палеонтологи полагают, что питались эти животные растительной пищей. Но пока точно не удалось установить, из чего состоял их рацион. Эгирокассида. Это существо напоминает гибрид омара и кита. Эта доисторическая креветка длиной около 2 метров жила на нашей планете около 500 миллионов лет назад. Огромное существо очень напоминает внеземных существ из фантастических фильмов. Питались эгирокассида благодаря сетчатым отросткам, расположенным на голове. С их помощью она выцеживала планктон из воды. Учитывая огромное количество хищников, которые сражались за добычу, у этих животных, питающихся планктоном, практически не было конкуренции. Их существование пришлось на период большого роста разных видов планктона. Ученые надеются, что именно эгирокассида поможет им узнать, как же развивались конечности современных насекомых и ракообразных. Найденные окаменелости этих животных показали, что на каждом сегменте их тела находились по 2 пары лопастей, которые использовались для плавания. Ученые выяснили, что и у других видов этих животных тоже были парные лопасти. Таким образом, эгирокассида была доисторическим членистоногим. Меганевра. Хотите узнать, как же выглядели меганевры? Представьте огромную стрекозу с размахом крыльев более 60 сантиметров. Жутковато, не правда ли? В 1880 году во Франции были обнаружены останки этого существа. Они обитали на нашей планете более 300 миллионов лет назад. Их рацион состоял из насекомых и земноводных. Это были одни из крупнейших летающих насекомых, которые жили на Земле. Они относились к стрекозоподобным насекомым и практически не отличались от современных стрекоз. Около 300 миллионов лет назад уровень кислорода в воздухе был примерно 35%. Быть может, из-за этого эти существа могли получать больше энергии из воздуха и сохранили способность летать, несмотря на огромные размеры. Когда же уровень кислорода стал меньше, меганевра вымерла.
Метапозавр. Это доисторическое существо имело размеры до 2 метров и большую плоскую голову с множеством зубов. Рыбам в доисторическую эпоху жилось несладко. Помимо огромных крокодилов на нашей планете обитали огромных размеров плотоядные земноводные. Они были очень похожи на гигантских саламандр. Останки этого гиганта были обнаружены на территории современной Польши, Германии, Африки, Северной Америки, Индии. Множество доисторических существ вымерли около 201 миллиона лет назад. Это привело к господству динозавров на нашей планете. В 2005 году в Португалии был найден скелет метапозавра, что позволило ученым его описать. Он имел плохо развитые конечности, так как проводил на суше мало времени. Именно это существо считается прародителем лягушек и тритонов. Мегалодон. Только представьте, огромное существо, очень похожее на современную акулу, только гораздо крупнее. Звучит не очень приятно. Одно радует – этого чудовища больше не существует на планете. Мегалодоны имели внушительные размеры, но насколько крупными они были в действительности, ученые точно сказать не могут. Окаменелостей этого монстра практически не осталось. Ведь скелет его состоял из хрящей, как и у современных акул. Именно поэтому специалисты предполагают о возможных размерах мегалодона по найденным зубам и частям позвонков. По подсчетам ученых, мегалодон имел размеры от 16 до 20 метров. Сравните эту длину с длиной самой крупной акулы – большой белой акулы, длиной около 12 метров. Мегалодон был настоящим монстром того времени. Он имел 200 острых зубов, длина которых была около 20 сантиметров, а сила сжатия челюсти превышала в 5 раз силу сжатия тираннозавра и составляла около 15 тонн. Ученые считают, что мегалодон обитал на Земле от 16 до 2,6 миллионов лет назад, после чего самыми крупными жителями океана стали киты. На нашем канале есть отдельное видео о мегалодоне. Ищите ссылку в описании. Титанобоа. Кошмар большинства людей встретиться с огромной змеей. Радует одно – они давно вымерли. А появились на Земле эти огромные змеи, в несколько раз превышающие размеры современных змей, более 60 миллионов лет назад после того, как вымерли динозавры. Длина таких змей достигала 15 метров, а вес был более тонны. Это самые крупные змеи за всю историю существования планеты. Их рацион составляли рыбы, птицы, рептилии и мелкие млекопитающие. Это были не очень быстрые и не ядовитые змеи. В 2009 году ученые смогли впервые описать этого монстра после того, как в Колумбии были найдены окаменевший череп и позвонки титанобоа. Ученые считают, что этот вид змеи является дальним родственником удава и анаконды. Доисторический монстр, как и привычные нам змеи, сдавливал свою жертву и заглатывал ее. Такое существо без проблем могло расправиться даже с крокодилами. Так как змеи холоднокровные, то им необходим внешний источник тепла. Учитывая тот факт, что температура на планете в те времена была намного выше, это объясняет огромные размеры титанобоа. Ужасные птицы семейства фараракосовых. Эти нелетающие птицы с легкостью могли проглотить добычу размером с собаку. Они были 3 метра в высоту, разгонялись до 50 км в час и без проблем находили себе добычу. Эти гигантские птицы могли с легкостью обнаружить добычу даже на огромных расстояниях и быстро ее догнать. Мощным хищным клювом они буквально разрывали жертву на части. Многие окаменелые останки этих птиц были обнаружены на территории Южной и Северной Америки. Ученые считают, что ближайшие родственники фараракосовых – это семейство кориамовых, которое обитает в Южной Америке. Вырастают эти птицы до 80 сантиметров. Мегатерия. Встречайте прародителя муравьеда, ленивца и броненосца – мегатерию. Это животное напоминает гибрид медведя и морской свинки размером с крупного слона. Мегатерии принадлежали к роду гигантских ленивцев. Они обитали на территории Северной Америки от 5 до 11 миллионов лет назад. Длина мегатерии достигала 6 метров. Они были одними из крупнейших животных на Земле. Крупнее были разве что мамонты и динозавры. Эти животные были довольно сильными, но не очень быстрыми. Их скелет был невероятно крепким. Ученые считают, что питались
питались эти существа корой и листьями, срывая их с помощью своих крупных когтей. Но ученые также не исключают факт того, что мегатерии могли быть и плотоядными. Они могли с легкостью справляться с добычей своими мощными лапами. Саркозух императорский. Палеонтологи, которые в 1997 году в Нигере искали останки динозавров, пришли в ужас, обнаружив окаменевшие челюсти крокодила. Их длина равнялась среднему человеческому росту. Как оказалось, палеонтологи смогли найти максимально хорошо сохранившийся экземпляр. Этот доисторический гигантский монстр обитал в реках Африки. Саркозух жил на Земле более 110 миллионов лет назад. Это сверхживотное имела огромные размеры, длина до 12 метров и вес более 8 тонн. Ученые предполагают, что в рацион саркозуха входила рыба и даже некрупные динозавры. Вид одной его челюсти наводит ужас. Ее длина почти 2 метра и усеяна более сотни зубов. Этот гигант не является прародителем современных крокодилов, хоть и имеет некое внешнее сходство. Саркозух императорский относился к уже вымершему семейству фалидозавров. Он имел довольно прочный череп и огромную силу сжатия челюсти, поэтому шансов спастись при встрече с этим хищником практически не оставалось. Палеонтологи находили еще и останки других доисторических крокодилов, которые являлись родственниками аллигаторов. Длина этих существ достигала 10 метров. Эти существа смогли вырасти до таких огромных размеров, так как обитали в основном в воде, поддерживающей их вес. На суше бы им этого не удалось. Это был наш удивительный топ-10 вымерших животных. Трудно представить, как было бы, если бы эти существа жили до сих пор. Какое из доисторических животных впечатлило вас больше всех? Пишите под видео и подписывайтесь на канал. До новых встреч на канале Фактограф.